Через 5 минут, да, вы примерно будете? Хорошо, машина какая у вас? Хорошо, понял. Спасибо. В России почти 80 тысяч адвокатов, но адвокатов, которые занимаются именно правозащитной деятельностью, именно связанной с правами человека, не так много. Десятки, может быть, сотни. Я, в принципе, хорошо умею это делать, да, там, я всю жизнь в уголовном процессе. Если я это не сделаю, то кому-то станет хуже. И если я это сделаю, то, может быть, мы поможем человеку. Каждая спасенная судьба для адвоката – это вот стимул продолжать работу дальше. Здравствуйте. Очень рад знакомству. Нам надо переговорить. Да, по дороге тогда хоть. Сможем по дороге. Да, а чтобы время не терять. Но Там еще вы не будете отвлекаться сильно? Да нет, нормально. Диалог за рулем всегда. Я понял. Вы нам по пути тогда еще расскажите по порядку там захода, чтобы я представлял, Всё. потому что все колонии, они разные. Да, есть такое. И как и что мы с вами, как мы будем взаимодействовать, хорошо? Да. Так, ну что, давайте садимся, поехали. Что вы? Вот именно с этой колонией опыт у меня не такой большой. Ну, понятно, по 2-3 часа ждешь иногда начальника. Ну, то есть сначала к начальнику, да? Да. Подписываем начальника, потом Да. к оперативникам, да? Или? Вот здесь, по-моему, сопровождающий. Где как? В общем, слушайте, каждая колония свои порядки. Да. Где-то отдел безопасности проверяет полномочия, там заходит на сайт. Где-то какие-то непонятные распечатки у них. Они говорят, вас нет в реестре. Вот как было на 14. Крайний раз они 2 часа проверяли, адвокат ли я вообще. А вы один здесь вот так работаете или единомышленники есть? Ну, скажем так, я вот как работал сам по себе. Ну, это вот обычная наша адвокатская история, что все поодиночке. Так, это мы приехали, да? Да. Да уж, депрессивненько. А зимой вообще перекати поле тут. Все снегом заметает. Думаешь, как бы проехать? Это, собственно, вот эти здания, да? Их? Не, он у них вот там. А, с той стороны. А они свои машины личные там ставят? А да? я, ну да, скорее всего. И они там с телефонами совсем ходят. Мы подшли. Если мы не вернемся к полуночи, Ночь не вернемся. значит не вернемся. В общем, не пускают. Нет никого на месте. Сейчас сразу. Ага, здравствуйте. Еще раз адвокат Ананьев Платон Петрович. Ну, смотрите, подошел какой-то мужчина и говорит, вы сегодня не попадете, идите домой. Поэтому что, оформим препятствие. Ну, а вы спросили в связи с чем? Ну, все, рабочий день кончился. Поэтому начальника нет, он не подошел. Никто не говорит, уехал домой он или еще внутри. Все ушли, все. Да штаб закрытый весь, все. Закрытый? Ну все, там все кабинеты закрыты. Кому-то.
Ой, Вы мне в где-то... 4 часа за после 4. Так а мы еще тут с бабушкой на коридоре ругались. 15:30. Да, да. Вот сколько вы прибыли? 15:30 где-то, да, да. Ну вы же обычно утром прибываете, когда все до часу, все документы вот через начальника идут до часу. То есть вся Да, вот это вот. понимаете, мы же прибыли в рабочее время. Ну, в рабочее, там Ну. совещание было, сегодня совещание было, да. Допустим, оно может быть с часу, с 2 началось, да, и вот до самого конечного. Ну, Я вы... щас- я То щас есть не могу после сказать. обеда у гражданина нет возможности получать именно. юридическую помощь? Вот именно. То есть у нас два адвоката. После обеда мы не можем оказать юридическую. Выбираем, да, Да, вот. сейчас я вижу, дома свяжусь. Давайте. Мы здесь стоим. Нашел колпачок от своей ручки, пойду посмотрю, может быть. Короче, вот так. Так и ждем. Профессия коридорная, жду. Ну, так. Сейчас он никогда не перезвонит. Он через 15 она сама не позвонит. А кто это? Это оперативный дежурный Гуфсин. Жена, честь моя Ага. Здравствуйте еще раз, адвокат Ананьев Платон А? Петрович. Да. Ну, что дежурный вам Что, сказал? там занято, я не могу дозвонить. Ну вот, по сути, у нас вот это такая адвокатская работа, которая заключается в том, что ты приедешь, и, как известный ждун, сидишь и ждешь, и у тебя ничего не получается, ты разворачиваешься, ругаешься, уходишь, потом приходишь на следующий день. Это и в колониях, так и в судах. И так очень частая история такая. Ну, давайте, новое оправдание. Жена, честь моя Ага, здравствуйте, еще раз Ананьев. Ну, что, не дозвонились, я так понимаю? Да, там, видимо, совещание у нее идет, телефон занят. Да, ну давайте Я тогда. начальнику звонил. И Он чё? говорит, ну, занят начальник. Ну, ждайте, буду звонить, дозваниваться. Хотите, можем ваше обращение рапортом зарегистрировать, если уж так надо. Хорошо, если что, мы, да, регистрируем. Давай. Я с Агорой, тесно, сотрудничаю. Это кто? Это Чиков и компания. Не знаете? Московские? Нет, они казанские. Казанские. Честно, видите, мы настолько далеко вот, от той части, что вот пока там пытки эти здесь не произошли, я даже вот вообще там кто, что, куда. То есть, ну, у нас тут своих забот хватает, так условно, да, то есть зимой морозы эти лютые, да, и так все друг друга знают. Ну, вот так условно, да, вот сейчас мы выходили, да, стоял начальник ИК-15, да, и забирал свою дочь, которая работает в ИК-14. То есть вы в правозащитных организациях вообще не ориентируетесь? Да, абсолютно. Заключенные вот сейчас пишут, да, ну там куда-то обращаются. Это вот в прокуратуру, что бесполезно, да, в ФСИН, что бесполезно, да, и вот правозащитникам. Что, в принципе, тоже почти бесполезно. Они начинают публиковать. Все, тогда мы с вами прощаемся, да? Да, я завтра где-то в 8:30. У вас там Давай. еще работа, мы вас не задержим, но так мы вас пригласили. В общем, я вас представлю. Это Сергей, Булат и Данил. Это «Зона права». Организация, которая входит в Большую Агору. И мы, собственно, пообсуждаем нашу тему и наши дела. Хорошо? Вот. В колониях у нас продолжают пытать людей. Но я думаю, ни для кого это не секрет, как и для руководства ФСИН России. Другое дело, что информацию это раз, ее нужно верифицировать, ее нужно проверить, нужно получить контакты, выходы на осужденного, на его родственников как минимум, да. Опять-таки, получая согласие осужденного, который каждый день, каждый час, каждую минуту находится в изоляции раз и под полным контролем администрации этого учреждения. А основной контингент, скажем так, да, наш у зоны права, это люди очень маленькие, да, то есть это люди из глубинок,
люди не самого большого, не самого высокого там, социального статуса, достатка и так далее. И этим людям требуется наша помощь. То есть, если есть, ну, там, те же самые пытки доказуемые, потому что человек сразу после того, как его пытали, он вскрылся. И у него по прошествию года остались эти самые зарубки на запястьях и выше, на предплечьях. Соответственно, это можно доказать, если не в нашем, то в европейском суде. А когда человека там просто избили год назад без теперь уже видимых телесных повреждений, то тут как бы мы все понимаем, скорее всего он не врет. Действительно его избили, но доказать это невозможно. Есть ли какие-то колонии, про которые нам известно, что там чаще всего пытают? Про колонии однозначно сказать нельзя. Можно сказать про регионы, да, Карелия и Мордовия, Иркутск и Забайкальский край, Красноярский край. Там очень известный психиатрический стационар, куда направляют неугодных осужденных, чтобы их там сломать. У нас был такой один заявитель, который прикованный лежал там в течение 2 недель, его не отстегивали, то есть там вообще какой-то ужас творится. Государство как бы загородилось от внимания, от сигналов гражданского общества. Это шло постепенно. Сначала одни ограничения, следующие ограничения, а потом настал просто вакуум. Когда одни не слышат, вернее, одни не могут достучаться, а другие просто не слышат или не хотят слышать. Скорее второе. Там сейчас вот как раз те времена, когда всех загоняют в холодных помещениях, без одежды, там, без еды. Потому что как происходит на двойке? Человек скрывается, они открывают дверь. Понятно. Закрывают и уходят. Помрешь, не помрешь, ну, как бы, вот так. И заключенные уже боятся скрываться, потому что, ну, по 5-7 часов со скрытыми венами, ну, ты вряд ли протянешь, да? И что, даже помощь не оказывают? Ну, утром скрылся, к вечеру пришел доктор, бинтами перебинтовал, а еще через сутки пришел только с перекисью, если ты не помер. Вот сразу ворота до конца закрываем. Ждем тогда? Да. Если что, вы мне пишите. Я не смогу, я телефон здесь ставлю, чтобы здесь не... уже? Да. Так, сегодня у нас 13 августа 2021 года. Я адвокат Ананьев Платон Петрович. Прибыл в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области. Вот мое удостоверение. Я прибыл к своему клиенту Бычкову Дмитрию Александровичу. Я подошел к кабинету начальника, его не оказалось на месте. Сотрудники учреждения сказали, что его нет на территории колонии. В связи с чем я подошел с вопросом о разрешении мне свиданий к БИОРу. Это начальник отдела безопасности, насколько я понимаю, который не мягким образом сказал, что он не обязан мне подписывать данные заявления. Соответственно, лишает меня возможности посетить данного гражданина. В связи с чем записываю вот это еще очередное видео и вынужден вечером обратиться с жалобой в соответствующие органы. Приобщить данную видеозапись. Вы понимаете, у нас доходит до абсурда, да, что суды у нас иногда просто в упор не верят, да, что именно вот эта запись была сделана сегодня. Понимаете? Ну вот как. Поэтому вот помимо того, что там видео, я еще и говорю какие-то факты, которые я у них узнал. Как все зафиксировать, что я туда пытаюсь прорваться. То есть устроить какую-нибудь там бучу, чтобы вызвали наряд, зафиксировали, что я стою в дежурке, как? Какими методами? Им всем ничего не нравится. Здрасте, а можете подсказать, какая сегодня дата и время? Знаете, что? Ну вот прямо, да. 13-8, 13, 21 год. 21 год. 16 минут 3. Спасибо. Ну вот, прям отличное, да, скажем так, доказательство того, что я не вру. Что сегодня действительно такая дата. Отдыхали у нас, получается.
Нет, работали. Приехать в Иркутск и работать. Обычно к нам в Иркутск приезжают. Из Сочи при этом, да. Отдохнуть обычно приезжают. Байкал посмотреть. В Ангарске отдыхали. В исправительных колониях. В смысле? Посещали человека. Поэтому даже по городу не походили. Ты приходишь к человеку, его посадили по политическому делу, он сидит в СИЗО, и он будет там сидеть очень долго. И ты понимаешь, что несмотря на все нарушения, несмотря на абсурдность процесса, несмотря на вообще все, что происходит, он будет сидеть. И ты ему не можешь не дать ничего, кроме как связи с внешним миром, кроме как ослабления, там, его лишний раз не будут пытать, его не будут трогать лишний раз, да, все равно могут трогать. Если у адвоката пока есть такая функция, ну, значит, можно и нужно ей пользоваться. Вот весь мой вот этот пессимизм рабочий, он зачастую и связан с тем, что я не хочу попадать в вот эти фрустрирующие ситуации. Когда ты пришел, он там, сейчас мы его оправдаем, а тебе там осудить, посадить, да. И я заранее готовлюсь, и я готов к этому плохому приговору. Я заранее готов к тому, что ну, все будет плохо. И это, наверное, спасает вот от постоянного отчаяния. А когда у тебя постоянно вот эта череда неудач, когда ты постоянно везде, ну, как говорят, проигрываешь, да, эти дела, но мы их не выиграем никогда практически. У нас нет такого даже понятия. И когда тебе постоянно на черное в суде говорят, что это белое, ты говоришь, подождите, ну вот посмотрите, нам так черное и так черное, если перевернуть черное, тебе говорят, нет, адвокат ошибается, это белое. И это, конечно, бьет по психике неимоверно. Вот Илья Новиков, наш замечательный адвокат российский, да, он дал четкое определение. У нас сейчас адвокатура, она паллиативная. То есть мы занимаемся вот такой паллиативной юридической помощью. Важно понимать, о чем идет речь в этом деле. Есть закон о иностранных агентах в России, совершенно безобразный. Опыт его применения очень недвусмысленно говорит о том, что он принимался для того, чтобы уничтожать организации, теперь уже и людей, не давать им работать. Еще один нюанс, который важен – синхронность действий прокуратуры Москвы и Генеральной прокуратуры России. Одновременно 8 ноября Генпрокурор России понял, что ему нужно ликвидировать один мемориал, прокурор Москвы понял, что ему нужно ликвидировать другой мемориал, и они одновременно подали это два иска. Эта взаимосвязь и синхронность, наводит нас на мрачные мысли. Мы могли бы поверить в то, что прокуратура Москвы как-то рефлекторно дернулась, да? Знаете, как бывает такое пищевое безумие у акул, когда неважно, сытый ты голодный, нужно есть, потому что вот она перед тобой плывет, машет хвостом. Синхронность, к сожалению, говорит о том, что там есть какие-то далеко идущие планы. Мы должны это иметь в виду. Мария, вы не уехали еще с Григорием? Все, тогда я предлагаю собраться, да, в том же месте в тот же час. Тогда мы выдвигаемся. Хорошо. А где в прошлый Там раз? же, да. Хорошо. Черкасова кто-то утянул, Не, я вы его найдете. Да, я найду и приведу. Ага.
Хорошо, делаю, конечно. На процессе работают Григорий Вайпан, юрист, адвокаты Михаил Бирюков, Мария Эйсмонт. И это наши фронтмены в Верховном суде Генри Резник, Илья Новиков. Огромная работа, которую ведут наши юристы и другие адвокаты. Вот позавчера Маша Эйсмонт и девушки в 4 часа ночи отсюда ушли, готовя материал к очередному заседанию в Московском городском суде. Но даже если нас закроют, все должно быть хорошо, грамотно преподнесено в суде, чтобы какие-то правильные слова были сказаны для того, чтобы были услышаны. Вас не состыкнут. После вчерашнего суда как-то сегодня не очень многолюдно. Так, кто у нас кто? Привет. Мы получили ответ из Верховного суда, то есть как раз на днях между с этими заседаниями по мемориалам было решение о доступе к архивным материалам, о доступе к материалам на чекистов, на функционеров большого террора. В доступе отказали. Рассекречивание архивов КГБ не произошло. Передача архивов КГБ на государственное хранение, которое предполагалось в 1991 году, не произошла. И, например, те 40 тысяч чекистов, сотрудников НКВД, которые и были функционерами большого террора, и которые есть у нас на сайте в отдельном разделе, там было исходно 39 500, потом добавилось, мы же не из архива КГБ все это получили. Нужно знать, где искать. Но если искать не дают, это уже другой вопрос. Вот здесь Верховный суд подтверждает то, что да, закон реабилитации, да, публикация того, сего, 5-10. Но имена тех, кто фальсифицировал уголовные дела, кто пытал и так далее, кто затем засиливал все это в квазисудебных органах, это все знать не положено. Прадеда расстреляли в 1937 году, а у него сын, мой дед, стал генерал-лейтенантом. И поэтому в семье вообще не упоминалось про него ничего. И фотографии его не было ни одной. И вот мне ФСБшники после длительной переписки выдали оригинал фотокарточки. То есть из уголовного дела они прям ее вытащили нам. И его сослали эсеры, потом трижды его арестовывали НКВДшники, там, в 24-м, 20... Он жил там в глуши, а в 37-м пришли за ним окончательно, арестовали его, провели обыск, изъяли там берданку и обвинили японская разведка, немецкая разведка и... В общем, шпион, они хотели организовать там дивизию и взять власть в этом Нарыме, в Томске и захватить советскую власть, точнее, не сложить советскую власть. Ну, в общем, после 1953 года решение суда, что это все было. В протесте указывается, что постановление тройки в отношении Попкова подлежит отмене, так как установлено, что упомянутые выше контрреволюционные организации вовсе не существовали, и материалы о них, равно как и причастные к ним лицам, в том числе Попкове, сфальсифицированы бывшими работниками НКВД Западно-Сибирского края. И определение 22.10, дата даже не указана. В общем, реабилитировали.
Вот это наш поселок Гудым, где мы жили. Вот это наш дом крайний. Это уже дивизия, она такая большая. Так она меня оттуда вытащила, сказала, поехали. Занудное, угрюмое место. Это я в Беринговском. Такой поселок. 3 дома офицерских. 2 таких двухэтажных постройки, столовая, казарма. И штук 5 домиков одноэтажных, там плюс котельная. И все, и вокруг тундра. Это кто? Это Саша. Сколько тебе лет здесь? Ну там мне лет 6, наверное, 5 в детском саду. Ну я, да, в детстве я мечтал там военным быть, все такое. Ну у меня вся семья там военные, до прадедов. А сейчас я вообще убежденный пацифист после всего этого. Все. Все. Чай, кофе. Я был следователем, и я там мечтал быть следователем, и я с удовольствием работал следователем до определенного момента, когда я понял, что меня это начинает тоже угнетать, и у меня очень серьезная началась профессиональная деформация. У меня был вообще поворотный, переломный момент в моей следственной практике, когда у меня дочка была 2 года ей, и она мне что-то там, ну, только начала она говорить, и она что-то вот по-детски, да, ну, 2-3 года ребенку, да, она там что-то пытается фантазировать, обмануть там что-то. А я поймал себя на том, что я ее начинаю колоть, ее ложь изобличать. И вы понимаете, у меня в голове думаю, елки-палки, что же, ну, то есть к чему я иду, потому что я привык с таким контингентом работать. Ты постоянно кого-то изобличаешь, тебе постоянно все врут, и ты вот ищешь где там несоответствие. И это для меня было ужасно на самом деле. И я написал заявление на увольнение. Будучи еще офицером военной прокуратуры, неуволенным, я начал защищать своих коллег, пограничников. По сути, вот свою правозащитную деятельность я начал с этого. А потом, когда я уже уволился, в 2011 году случились митинги, болотный подъем национального правосознания в Российской Федерации, гражданской оппозиции. Я стал одним из организаторов митингов здесь, в Сочи. Мы замечательные митинги проводили, пикеты там, против вот этих нарушений на выборах, кричали лозунги против Путина. Это было замечательно и весело. Но начали задерживать моих коллег, те, кто организовывал митинги, и я их начал постепенно защищать. И я понял, что, в общем-то, гражданских активистов достаточно много хватает, а вот защищать их некому. Я ушел в защиту, в политическую защиту, в защиту, общественную защиту. Ну, в итоге пришел в правозащиту, и причем правозащиту Агоры. А у меня еще Сочи такой, знаете, как... Ну, у всех какие-то памятные места, у меня вот тоже, я еду или с кем-то встречаюсь, кому-то рассказываю, и у меня начинаются воспоминания. Так, здесь этого задерживали, здесь того задерживали, здесь мы этому, здесь наркотики тому подкинули. Но это, конечно, такая профессиональная деформация, ужасно. Можно экскурсии проводить, криминальный Сочи. Вау. РПЦ, Русская Православная Церковь, утвердила официальный порядок изгнания бесов. Да ладно. Из граждан Российской Федерации. Не 1 апреля. Ну, правда, утром открываешь там ленту, все мы, наверное, это делаем, я так делаю. И волосы говорят, так делают, да. Мне я поэтому так делаю. Что лишнее электричество электрическое не вырабатывает. Вот, знаешь, и вот открываешь там РБК, вроде уважаемое здание. Алло.
Адвокаты же вот профессионально, они защищают там и маньяков, и убийц, и к этому адвокатское сообщество относится нормально. Но как только дело касается митингующих, тех, кто против Путина, тех, кто за Навального, все это какие-то парии, к которым нельзя прикасаться, и которых нельзя защищать, и им отказывается в этом. И это удивительно, что вот часть адвокатского сообщества говорит о том, что если ты их защищаешь, значит ты за них, значит ты такой же отверженный, и у тебя нет ни прав, и вообще надо... Я прям буквально на днях прочитал, дня два или вчера, что раз вы там либерах защищаете, уходите из статуса и боритесь за свою свободу без адвокатского статуса. Вот не надо либерасничать. Не надо либерасничать. Пишет адвокат. Хотя адвокаты... Что такое либеральные ценности? Прежде чем спорить, давайте договоримся о значении слов. Да, либеральные ценности — это свободные СМИ, независимые суды и честные выборы. Удивительно, что там наши какие-то коллеги транслируют прям неприятие этих ценностей. Хотя адвокат — это последний оплот между государством и гражданином. Да? То есть все, если адвоката не будет, то гражданин сталкивается с государством напрямую. А столкновение, особенно с нашим государством, как правило, ничего хорошего ему не влечет, не предполагает, к сожалению. Но зато мы изгоняем теперь официально мы умеем изгонять бесов. Мы не знаем, какое будет решение суда, но мы точно знаем, что с точки зрения Конституции, с точки зрения той самой Европейской конвенции, Мемориал абсолютно прав. Настоящий нарушитель здесь, к сожалению, российское государство, которое приняло этот закон, много законов об иностранных агентах. Эти законы существуют в России уже много лет. Между тем, они уже неоднократно признавались противоречащими международному праву. Это не правовые законы. Григорий Вайпан, представитель Мемориала. Мне хотелось бы добавить к словам коллег. Хуже всего это нам, 40-летним, поколение Навального. Потому что наше становление ментальное случилось в 90-е годы. И для нас 90-е годы это нормальное состояние свободы с немножко пониженной безопасностью. Мы страдаем больше всего, те, кто хлебнул той самой свободы в разных ее проявлениях. Нам этот полицейский порядок, он вообще серпом по всем местам. И это тяжело, потому что мы знаем, с чем сравнивать, потому что нам было 15, 16, 17, 18, 19, 20, когда это все еще было. Нам этого не хватает, мы поэтому постоянно тоскуем. Этого всего мало. Но при этом именно наше поколение представляет самую большую опасность для стареющих руководителей государства в России. И именно поэтому на наше поколение, самый большой прессинг. Около 10 лет назад я решил в Сочи открыть такой портал, который бы собирал информацию о деятельности гражданских инициатив, рассказывал бы о протестной активности, и вообще о любой активности, которая здесь происходит, в том числе в связи с Олимпиадой. Поскольку на стройки олимпийских объектов приезжали в основном люди из Центральной Азии. Там были бригады из разных российских городов, но их было очень мало, и если бы не строители из Центральной Азии, то никаких олимпийских объектов здесь бы не появилось. Несмотря на то, что благодаря этим мигрантам Олимпиада состоялась, к ним отношение было бесчеловечным, и эти факты мы обнаруживали и придавали их огласке. Негативные последствия статуса иностранного агента, конкретно в деле Семена Симонова, который директор Южного правозащитного центра, вылились в уголовные преследования, потому что он не заплатил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента, и это привело к
уголовному преследованию, которое длится уже черт знает сколько, и зачастую, собственно, само это длительное преследование, следствие, суд, которые тянутся 2, 3, 4 года, они сами по себе являются наказанием, потому что ты не можешь ничем другим заниматься, это все время висит над тобой, это такая длительная психотравмирующая ситуация, да? Там было 50 судебных заседаний по делу, которое не стоит выеденного яйца просто. Ты готов? Да. 14:10. Сейчас они сделали опять так, что я вообще ничего не понимаю. Ну, в процессуальном плане. То есть у них вещественным доказательством признан вот этот список из 67 документов. Она зачитала все подряд. Как бы зачитала. И это неправильно. Все тогда. Ты, главное, рукавичку не снимай, сиди и будешь периодически показывать судью. Это судья-прокурор. Приговор вынесем. Вообще во что? Переходим к обвинению, да, вот эти там зачитываем. И прокурорша такая, том 1, 101, 102, 102. Я сижу такой, молчу, и у меня в голове мыслительный процесс. Мы будем на это обращать внимание, не будем. Каким образом? Возражать мне, не возражать. Я сижу, вот, и судья на меня смотрит. Защита, вы хотите посмотреть документы? У него дело лежит на этом. И я такой понимаю, что надо что-то говорить. Я встаю и говорю, уважаемый суд, вы извините, но вот происходящее здесь немножко не соответствует там УПК всему. И прокурорша делает вот так. Вы что, подсудимый? Она начинает, вот как удав вот в этих мультиках, да, она начинает вот по столу вот так вот ползать. Вы что, хотите, чтобы я вам весь список представила? Вообще твоя работа, дорогая. И она, понимаешь, она спрашивает не меня, она спрашивает Симонова, который сидит и молчит, потому что, по-моему, строго запрещено отвечать на вопросы прокурора, да. Потом пошел в обратную сторону, обнулился, потом же поменял. Наша задача их просто прогнать поплотнее завтра. То есть я хочу выяснять, когда они узнали, что им необходимо обнаружить и задержать Биньяша, как они это делали. Вот все, что связано с правовой стороной его задержания. Потому что это их самое слабое место. Что задержали они его на основании сфальсифицированных документов. Мне кажется, в этой ситуации можно качать, но опять же, потому что качать это значит с расчетом на 7-8-10 лет. Да, с расчетом на Европейский суд. Да. Прежде Страсбурга справедливости у нас нет. А скоро ее не будет.
думаешь, что мы выйдем из-под юрисдикции Европейского суда? Это видишь, как покатилось все вообще. Да, ну, это уж совсем нужно тогда. Ну, тогда будет тут Советский Союз и ГУЛАГ. Уважаемые пассажиры, К этому все будьте ведут. внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. Станция Краснодар. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба покинуть вагоны. 500 рублей вести, за 200 не хотят. Обнаглевшие рожи. Тут ехать 3 минуты. Че, мы пойдем тогда? Да, давайте. Все. Когда началось дело Биньяша, вот выкристаллизовалась такая мощная группка, 7-8 человек. Тимур Филиппов, Сергей Костюк, Михаил Биньяш и ребята из Краснодара. Это вот какая-то поддушина, и ты чувствуешь плечо. Я знаю, что Тимур ко мне приедет, если меня задержат, потому что у нас вот эта опасность ареста какого-нибудь, подкидывания чего-нибудь, она всегда висит над нами. Общий наш девиз на нашей небольшой могучей кучке: делай, что должно, и будь, что будет. И мы видим вот по делу этого Биньяша, Михаила Михайловича, нашего замечательного коллеги, как какие-то там недоучившиеся младшие сержанты хватают на улице, сажают в машину, избивают его по дороге, не дают ему пользоваться телефоном. Я помню, в одном СМИ поместили эту фотку. Я отдельно просил, пожалуйста, не надо, ну уберите, я не могу смотреть на свое собственное лицо вот с этим вот. Оно меня уже начинает просто подбешивать. Что случилось? Я приехал в Краснодар 8 сентября 2018 года, как по своим личным делам, ну и в том числе оказать помощь возможным задержанным на акции шествия против пенсионной реформы. Через 3 минуты возле меня остановилась машина Mazda 3, из нее выскочило 2 человек, сказали: пройдемте. Вот, мне стали ломать руки, затолкнули в машину. В машине я попробовал позвонить по телефону, чтобы сообщить, что меня либо задержали, либо похитили. И этот Иван, то бишь Дмитрий, стал воровать у меня телефон, потом я ему не дал телефон, потом он стал ломать мне руку, потом он стал меня душить, после чего меня вытащили из машины, бросили лицом в асфальт. А потом меня проволокли на 3-й или 4-й этаж, я сейчас уже не помню. Дмитрий попросил всех сотрудников выйти, посадил меня на кресло и нанес несколько ударов справа в лицо. Чем наносил? Кулаком. Мне отказали в принятии жалобы с мотивировкой, поскольку дело в отношении Биньяша находится в суде, то и эти все доводы и аргументы будут рассматриваться в рамках уголовного дела. А когда мы в рамках уголовного дела попросили судью дайте оценку законности действий полицейских, судья сказал, что это не предмет судебного разбирательства, и давать оценку этому я не буду. И таким образом оценку действий сотрудников полиции не дал вообще в принципе никто, и сейчас будет давать Европейский суд. Слушайте, я очень скептически отношусь к Европейскому суду, потому что это иллюзия правосудия, которого у нас нет. Из общества уходит чувство необходимости построения судебной системы, то, что она нам нужна здесь и сейчас, что мы должны озаботиться не тем, чтобы когда-нибудь через много лет было вынесено там решение в нашу пользу, а тем, чтобы судью-взяточника убрали, чтобы прокурора, то есть судью, которого там отец или родственники в прокуратуре, убрали, чтобы, если он нахамил в процессе, если он принял неправосудное решение, его выгнали, если он взяточник, посадили, чтобы судебная система была судебная система, а не тем издевательством, которое у нас есть сейчас. Этим в России у нас никто не занимается, у нас есть таблеточка, Европейский суд, знаете, так закинулись, ну когда-нибудь я это получу, но только извините, а человек уже отсидел, кто ему вернет потерянные годы, кто мне вернет время, которое я в следственном изоляторе провел, кто мне здоровье вернет, я не слышу на левое ухо, у меня 50% слуха пропало после всего этого. У меня левая нога, я не могу нормально спортом заниматься теперь, я вот пытаюсь ее восстановить. В горы нормально ходить не могу по той же причине, у меня коленная чашечка повреждена. Почему вы меня не пускаете под защиту? Почему вы меня не пускаете под защиту? Почему вы меня не пускаете под защиту? Решение судьи незаконное. Я требую, чтобы меня допустили под защиту. Я требую, чтобы...
Блин, вы мне ногу сломали, кажется. Что у вас вот сейчас обвиняют? Написано уже. 9 сентября 2018 года, по мнению прокурора, в автомобиле Mazda 3 меня перевозили сотрудники полиции Юрченко и Долгов в отделение полиции, где я нанес несколько ударов не менее 3 правым локтем в грудь Юрченко, несколько ударов головой в голову Юрченко, несколько ударов локтем в голову Юрченко. Также схватил Долгова за ключицы, плотно их сжал, чем причинил ему физическую боль. Укусил за левую ключицу и левое плечо, а также за правое предплечье. Смысл в том, что по нашей смелой догадке, если и были укусы зафиксированы на чьем-то теле по этому уголовному делу, то кусал явно не Михаил Михайлович. Не хочется входить в подробности личной жизни этих молодых людей, потерпевших, но как бы Михаил Михайлович в этой личной жизни абсолютно ни при чем. Вот. Чему есть документальное подтверждение теперь уже. Не говоря о том, что радиус укуса не совпадает с радиусом челюсти Михаила Михайловича. Этими зубами, этой челюстью такие телесные повреждения причинить невозможно. В первом процессе этого не было. Это мы уже, как говорится, стали крепки задним умом, но благо, что у нас есть возможность провести легкую работу над ошибками. бывали хуже времена, но не было подлей. Бывали случаи хуже. Это первый случай, на котором сообщество вдруг решило вспомнить, что оно сообщество. Решило экстраполировать ситуацию на себя и понять, что если они не выскажут свои позиции по ситуации с Михаилом, эта ситуация вся очень пагубно может отразиться на них самих. Адвокатура расколота, кто бы что ни говорил, она реально расколота. Часть, да, как общество. Адвокатура как общество расколото, и адвокатура расколота. И все отношения между коллегами все более-более непримиримые. Но те, которые вот ездят меня защищать, мы стали друзьями. И даже, вы видите, что там радость от встречи, когда я там не видел друг друга какое-то время, достаточно искренняя и большая, и перекрывает даже там многое. Где ты кофе раздобыл? Я заблаговременно это сделал. Ну, правильно. Я думаю, что сейчас как ливанет, Сейчас так и будет, да. Сейчас ливанет. А мы во сколько туда едем вообще? Часов 9. Да, давайте обсудим. За вами пришли. Да. Нет. Это не снимать. Этот человек... Но эти слабейшие овцеподобные доводы, вот это блеяние, да, они возыграли свою роль и изменили течение процесса. Правильно? Костюк, вы будете оштрафованы. Я вам хочу сказать, железнейший доводы, да. проявил себя как суд, а не как... Костюк это воспринимает как слабость. Да. Слушайте, согласитесь, какая ирония судьбы, что... Ирония судьи. Нет, ирония судьбы, что... Ирония судьи или с легким паром? Второй свидетель теперь адвокат. Да. Ой, это отлично. Коллега. То есть мы можем его так... Все, что было, не смыть ни водкой, ни мылом с наших душ. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Осознал свою вину.
Нет, я глубину я осознал раньше. Меру, степень, глубину. Меру, степень, глубину, и да. поэтому приму ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле. И желательно в Крыму, да. А вот ставьте вот сюда, да. Ребят, можно быть каких-то, я не знаю, может быть, вот там мелких дров набрать вдоль этого, если что-то осталось. Дров, пока да. Какой диаметр? Да без разницы. Мелких веток попросил шеф-повар. Приятно. Ага. Ну, Сергей Александрович, очень приятно. Так, зря ты не пошел. Вода теплейшая. Секунду, одну секунду. Есть. Секунду. Секунду. О, у меня будет лучшая фотка. Ой, слушайте, у меня была такая история. Я ехал поездом с двумя бухгалтерами. Надеемся на это. Обсчитали? Нет. Вот с каждым годом, с 2003 года вижу, как это все ухудшается, и проблеска не видно. Вот тоннель, он не заканчивается, и он только углубляется. Мы идем вниз, и буквально там 5 лет назад у нас было одно, а сейчас у нас другое, и мне кажется, мы не вылезем из этого. Без поддержки семьи я бы этим не занимался. И если бы меня жена не поддерживала, то неизвестно, да, что бы было в итоге. Остался бы я в правозащите или остался бы я в семье. Мы же постоянно живем там с угрозой обыска. То есть, что в любой момент могут прийти, утром в 6 утра нам тут стучали. Мы думали, ну все, пришли с обыском, а это пожар. Надо было машину отодвинуть. Наташа побежала открывать дверь, меня не разбудив. Я говорю, слушай, ну а обыск? Ну, она говорит, я думала обыск, чтобы нам дверь не выпилили, я побежала открывать. Я говорю, так меня надо было сначала на обыск разбудить. Оказалось, не обыск, да, пожарные. Помните, вы сказали такую фразу, она стала у нас эпиграфом. Россию спасать поздно, надо спасти как бы остальных от России. Это я такое сказал? Да. Пока вышло. Ну что-то типа этого, да. Кошмар. А у нас слушатели вообще допущены к этому судебному заседанию? Я не понял. Как я с ней живу, не понимаю. Пошли, пошли. Нет, сейчас ты будешь сидеть еще на лавочке. Нет, не на лавочке, а на лесенке. Пойдем. Не смогла. Да нет, пошли. Мы потом через арку пойдем, будем гулять через арку. Надо меня фоткать. Попков. Да. Я тебя люблю. Да. Все, соглашайся. Вот здесь стань.